футболист у нас был известный, он был под анестезией, нас 7 мастеров, мы делали ему торс и ногу. На мастер-классах я делала с зеркала портрет. В зеркало смотрела и набивала. Так-то вообще это нормальный такой уровень. Я хочу учиться на хирурга. Меня смущает одно, это ранние утренние подъемы. Вот это пиздец. Но я была вот на 5-дневном курсе по анатомии, я держала в руках там органы разные. Мне надо будет тебя представить как-то нарядно. Представь меня в красном халате. Блин, ну ты вообще не помогла мне. Еще хуже стало. Я и так долго настраивался. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях очень крутой мастер-реалист международного уровня, прекрасная девушка и эпатажный персонаж тату-индустрии, мне кажется, самый, на мой взгляд, Валентина Рябова. Сегодня со мной мой соведущий Артем. Очень приятно. Очень приятно. Можешь представиться, если хочешь, как Меня зовут Артем. Я немножко увлекаюсь рисованием, вроде как получается. Вот. И чуть-чуть начинаем разбираться в татуировке. Всем привет, вам повезло, потому что в прошлый раз я давала интервью 1 раз в депрессии, 2 раз я его делала во Флориде тоже в депрессии, а сейчас у меня маниакальная стадия, и я готова все рассказать. Что депрессия-то вообще? Почему депрессия? Так, вы мне обещали. Сейчас они в депрессии. Сейчас нормально. Не на творческой основе, нет, типа просто это жизненные много всего в одном, но вообще основной переезд, я думаю, был в Америку, сильно подшатал нервную систему. Ну, с переезда сразу пошли снотворные всякие, и обезболы, и тревожность более такая повышенная, потом начались у нас эти все события, все, и потом уже минимальных стрессоров хватало, чтобы меня вот скинуть. Ну и все говорят, кто переехал в Америку, через ровно 2 года все хотят уехать домой, ну и там уже у кого как складывается. И вот у меня ближе к 2 годам, да, накрыло. Просто другой ритм жизни, другой менталитет, и это как Москва на стероидах, Москва мне и так, как петербуржцу, никогда не нравилась. Другой континент, и очень сильно отрезан, то есть из Германии мне было 2 часа лететь в Питер, всегда я жила 4 года последних в Германии, 2 часа до Питера, и все, ты дома каждые 2 месяца летала. И потом я переехала туда. Такой левел-ап сложности, что уже перелеты долгие. Еще и через 2 месяца и новый левел-ап случился, и теперь 30 часов. Слушай, ну давай пообщаемся про самое интересное, наверное. Вот листаю твою страницу, и мне вот даже вот со стороны, и очень интересно. Сколько интересных разговоров начиналось с этого выражения. Я смотрела твою страницу. И там, что хочешь, ожидай вообще. Неизвестно чего. Да, и очень интересно, что у тебя такая разнообразные виды деятельности в твоей карьере присутствуют. Ты и скульптор, и учитель, и художник, и татуировщик, и связыватель людей канатами. И еще куча всего, я думаю, что ты там сама можешь перечислить, добавить. Откуда энергии, силы, мотивация, время? Как это быть, как спать вообще, как быть не роботом, чтобы... Я недавно прошла тест на психопатию. И потом я стала скидывать этот тест всем своим друзьям, потому что мне сказала одна из психиатров и говорил психоаналитик про что-то про это, и мне это сильно не откликалось, как-то мимо ушей было. Потом, когда была сильная эта депрессия, я стала смотреть в эту сторону, сделала тест, скинула его всем своим друзьям, сейчас, может быть, все загуглят. В общем, там много платной херни будут предлагать. Надо гуглить Википедия, психопатия, тест, забыла, как его зовут, там короткое название. Можно, да. Короче, я скидываю всем своим друзьям, ни у кого не набирается вообще даже близко к моему. Оказывается, у меня сильные показатели, и там один из критериев легко скучно становится. Вот поэтому. Твоя мотивация — это просто, что тебе скучно мне постоянно становится. Иначе скучно. Да, просто мне надо постоянно что-то делать. Не потому, что мне прям плохо бездействие, ну, какое-то, не знаю, то ли количество энергии, то ли скучно, быстро, не знаю, с чем связано. Ну, ты же ее пускаешь не в одно какое-то русло, ты ее очень сильно потому что скучно расшариваешь становится. по много разных видов Вот мне деятельности. сейчас друг написал, я попросила его пройти тест. Он говорит, я не хочу. Ладно, все. Потому что там написано, что у нормальных людей из 40 они набирают от 2 до 7 в среднем. И я прошла, знакомому дала, он прошел 2 у него было. А у тебя? У меня 24. Я не поняла, как так. А на что это влияет вообще? Ну, просто показатель психопатии. Это то, насколько у тебя кортекс, ну, уровень мозга, который ответственен за принятие решений, за силу воли и за мораль. Он подавленный и слабо работает. То есть ты больше ближе к животному. Все равно как находишь время на это. То есть все равно у тебя же есть какой-то примерный тайм-менеджмент, либо у тебя в голове есть какое-то построение, допустим, что сегодня ты занимаешься этим, там, завтра этим, или это просто все абсолютно рандомно? Довольно хаотично очень. То есть я примерно уже могу статистически там посмотреть свою склонность, что мне хочется делать, как часто. Исходя из этого, ну, больше это уже постфактум, чем план. Ну, а что у тебя такие сферы, как бы и искусство, да, художка, такая на нормальном уровне, и тату на нормальном уровне, и вот сейчас еще одно из хобби,
который мы хотели уточнить. Веревки или что? Да, веревки. Оно у меня раньше татуировка. Пока татуировка началась, я переключилась с одного насилия на другое. А что за тема такая вообще? Можно рассказать? Контрольное насилие такое, или как это по-русски? Доминирование? Ну, не совсем. Короче, добровольный обмен властью с человеком. Многие в этом видят искусство и эстетику, но по факту объективизация — это сфера БДСМ. То есть, если человек связан, он становится арт-объектом, это уже все БДСМ автоматически. Хоть вы назовите это искусством, хоть как. Не знаю, в цирке... Да, ничего, В нормально. цирке акробаты, они как бы друг друга ничего там не связывают, поэтому там restriction — это другое. А в веревках это уже все БДСМ сразу. Но ты в этом видишь искусство? Я люблю больше эмоций в этом. А как ты к этому вот так вот пришла? А вот все с той же психопатией. Просто с детства мне нравилось насилие и все, что какое-то такое этически более приятное насилие. Короче, я собирала просто фотографии какие-то, и они были на тему БДСМ многие, но я не знала, что такое БДСМ. Просто сохраняла фотки, которые мне нравились ВКонтакте. Когда мне было 18 лет, какой-то мужик один увидел, как его звали, по-моему, Миша, что ли, привет, если он видит. Он увидел у меня страницу, написал мне сообщение, что он владелец ресторанного бизнеса, и у него 2 основных направления кухни. И он говорит, вот у тебя раздвоен язык. И мне, говорит, нравится идея, давай сделаем рекламу моих ресторанов, 2 языка, 2 кухни, типа такое. И предложил встретиться. Мне было 18, ему где-то за 40. И я сказала, давай в людном месте где-то встретимся. И он говорит, вот, кстати, выставка Шибари. Я видел, что тебе, типа, интересны веревки, ты сохраняла там картинки всякие. Давай сходим на эту выставку фотографий. Мы сходили на выставку фотографий, там был Борис Масафир, он тоже в Питере у нас известный Шибари-артист, и он, в принципе, по миру тоже ездит. Он делал живое шоу там. И вот я увидела, и моментально все, я поняла, что все, и с тех пор я вот... Татуировка мне уже поднадоела, а веревки до сих пор как... Короче, это как средство коммуникации такое. Так как у меня есть немаленькая часть экстраверта, то это вот одно из моих там... Я предпочитаю. Я люблю языки разные, разговорные, и это как язык тела другое. А сколько языков ты знаешь? Понимаю, где-то 7. Говорю где-то на 4,5 примерно. А ты целенаправленно их учишь прям отдельно? Как ты уделяешь этому время? Или получается раньше просто? учила. Английский я учила только в разговоре, в переписках, то есть так в жизни. Французский в школе очень много учила. У нас было 10 лет, 6 раз в неделю французский. Немецкий учила для визы в Германии. Итальянский учила 1 занятие, но очень много итальянцев вокруг, поэтому понимаю. Испанский учила 2 месяца. Неплохо. В порядке. Слушай, а еще вопрос такой. Я видел у тебя на YouTube на канале, ты связывала своего одного из клиентов, которого ты, по-моему, торс ты ему забивала. Но это был какой-то парень, по-моему, он был твой красным клиент. черепом? Да. Я его не связывала. Он, Нет? кстати, не дается. Нет. Да? Мне просто интересно, они сами соглашаются, люди тебе пишут, или ты как-то их уговариваешь вот на такие вот движухи, особенно если это уже твой клиент, который тебя татуирует, такая между делом на сеансе. А давай кофейку, может, бахнем и по веревочке? Ну, бывает и так. Но бывает, и я подталкиваю, бывает, они просят. Кого-то, бывает, я уговариваю. Ну, не то, что прям настаиваю, но могу и настаивать тоже. Вот. Они соглашаются. А потом, короче, часто они говорят, ну, да, ну, я не так, чтобы мне не понравилось. То есть, короче, им явно не зашло, а они просто хотят нормальных отношений со мной, они боятся признаться, что им не понравилось. И говорят, да нет, я вот продвинутый, мне понравилось, но просто ты вот не очень заметен. Там понятно. Тогда мне не прикольно, если им вообще не зашло. Все равно еще обмен энергии ты чувствуешь, Все-таки да, вот должно этот быть, момент, да. что вот человек кайфанул. Попробуем? Ну, все, пошли. А мне с собой веревки, кстати, я взяла. А у меня, да. Во Франкфурте. А ты с собой возишь, да, постоянно? Всё это? Купила в секс-шопе в здесь, да? недавно. Да. Они Готовишь? фиговые, но пойдет. Иногда вожу, но была история не со мной, правда, с Японии, откуда это все пошло. Один преподаватель веревок, он поехал Шибари, он поехал в Америку делать шоу, и у него был полный чемодан веревок, и он не говорил по-английски, и его в аэропорту в тюрьму посадили на пару дней и депортировали, потому что он на маньяка. У него телефон нашли, все там фотки. Поэтому иногда веревки, наверное, лучше не возить. А так вот прям пишут, что, мол, условно, даже комьюнити, ребята уже кто понимает в этом, да? Комьюнити там свое есть. Ты уже как, в этом преисполнилась, типа, да? Или как ты изучаешь? Нет, я там была больше движуху? моделью, и, то есть уже лет 15 где-то назад начала, да. А именно вяжу года 4, и там я довольно такая зеленая. То есть я очень хорошо знаю технику безопасности, общие правила, очень знаю коммуникацию. Шею нельзя завязывать, наверное, скорее всего, да, туго? Ну, как минимум, вот. Но технически всякие узлы я в этом не так сильно прям. Но я знаю, где это смотреть ситуативно, то есть подготовиться, где-то выучить быстро я могу.
То есть ты еще это будет готовиться же к этому, да, надо? Но это очень опасная практика. Нету безопасного пути делать шибари, есть только более безопасные пути. И ты не переживаешь нормально? А случаи были какие-то? Переживаем. Все каждый раз переживаем. А? Может, какой-нибудь один Ну, есть у меня какой-нибудь? один могильничек. Короче, что было? Знаю девушку, у которой руки полгода не двигались вообще. Вот. Чаще всего травмы не такие, но вот это самое жесткое, которую знаю. И один раз у меня девушка в обморок стала падать под потолком подвешенная. Один раз парня подвесила, он хотел за 2 голени, и после первой же голени он стал орать так, что там все растерялись, было очень не очень. И как ты со стрессовыми вот этими ситуациями нормально? Ну, девушка в обморок, я ей пощечин, потому что я видела Дэна Яковлева, когда у нас клиент чей-то в студии в Эссене отъехал, у него начались там судороги, конвульсии, пена даже. Дэн подошел к нему, это не его был клиент, но все растерялись. Он подошел, вот так встал, короче, сексуально перед ним, схватил его и вот так отхлестал, и тот пришел в себя. И девочка у меня начала отъезжать, я вспомнила, отхлестала, и ей нормально стало. То есть ты уже пришла в себя, да. Потому что она мне, я уже не слышу твой голос, говорит, ну, отъехала совсем. А так со стрессовыми ситуациями, ну, везде по-разному. Но вывожу как-то. Ужас какой. Нью-Йорк не вывезла. Ситуации вывожу. Да, кстати, интересно, с веревками у тебя все вообще нормально, да? Ну, Нью-Йорк — это пиздец. Это не веревки. Веревки ты хотя бы одного человека контролируешь, а Нью-Йорк — это там пиздец. Вот здесь я хожу по улицам, я такую разницу чувствую, что мы во Франкфурте сейчас, и ты идешь по улице, ты видишь там 3 людей, может быть, 10 максимум. В Нью-Йорке ты видишь 10 вот так вот в метре от себя, и все на тебя наступить хотят, грубо говоря. Ну, А ты сейчас в Нью-Йорке живешь? да, Не переезжать никуда не собираешься? подумала. Есть звоночки об этом. Ты имеешь в виду темп, да? То есть темп города такой сжирает прям, да? Ну, вообще все про него. И цены на все, и то, чем люди живут там, и какой ритм жизни, и чем все заняты так вот на повседневной основе. Окружение, с которым тебя там сводят. Люди есть хорошие, прикольные, но именно как вы взаимодействуете, какая вот энергетика этого всего. Пиздец. А абстрагироваться, например, ну, типа, похуй, занимаюсь своим, Ну, там мне нету без даже разницы, природы 10 у вас, куда-то 10. уйти, типа, знаешь, погулять там парк. Централ парк — это пиздец тоже, перенасыщен людьми насколько. Ну, а если такой плотный график, вот, например, у тебя все равно есть время даже где-то... Ну, если я приду домой, там кого-то связать, на полчаса я буду в моменте, да, потому что я ответственна за человека, за здоровье, но это все равно стресс. Куда ты не идешь, везде миллион людей. Дома запираешься, видишь из окна эти камни одни, у тебя депрессия, слышишь гудки, постоянные вертолеты, это жесть какая-то. То есть ты живешь как в аэропорту, вот у меня наверху квартира на 35-м этаже, и все, это пиздец. И вот знаешь, хотел тогда, получается, вытекающий такой вопрос, вот выгорание часто у тебя вообще? Сложное слово выгорание, потому что, в принципе, у девушек психика более такая лобильная. Не знаю, выгорание, все вместе как-то накапливается, и просто нервная система коллапс. Ну что да, вот так вот, типа, знаешь, Ну, на не тобой часто, столько нет. задач и Депрессивный всего, эпизод у да. меня второй. А именно выгорание, ну, скука от работы уже года 4-5, да. А вот если, допустим, не татуировка, чем бы занималась так вот? Вообще мне нравился фэшн-дизайн, но потом я поняла, что очень нелогично в него уходить, потому что либо надо лет там 5-10 вложить, чтобы развить свой бренд и начать зарабатывать, и очень много денег, особенно в Нью-Йорке, на это уйдет, и вообще не факт, что выстрелит. Ну, скорее всего бы получилось, но да, там усилия на прибыль не особо мне видится, хотя мне бы очень хотелось заниматься. Вот, либо идти в компанию, там, Живанши, Шанель куда-то, и быть никем много лет, это тоже у меня маниакальная моя стадия, мне не позволяет таким заниматься. Поэтому я сейчас в переписке с одним университетом, я хочу учиться на хирурга. Но я еще не 100% уверена, но может быть. 13 лет в Америке, на это надо угрохать. То есть на 10 лет на фэшн никак индустрия? А тут хотя бы новая информация вбросы, хотя бы не скучно. Вот через год. А да. фэшн ты рисуешь и рисуешь. Не, это все разные, ну, программы. Попрепарировать можно, да, кого-нибудь? Да. Но единственное, я узнала новые трудности там, поэтому это надо взвесить. Но мне пока интересно. Но я была вот на 5-дневном курсе по анатомии, мы трогали трупаки там прям. Было, мне очень понравилось, да. Аккуратненько. Между наверное, не мышцы вот так, прям а перед... прям вот, ну да, Все, это я нормально. держала в руках там органы разные всякие. Нормально реагируешь Что на попало. всё? Ну, когда мертвые, да, когда живые, я еще не знаю. Ну а ты как хочешь? Ты хочешь отучиться и прям работать хирургом или Да, просто для правда, я себя? прогуглила, у них зарплата как у хорошего татуировщика. Но Google преуменьшает, я надеюсь, что побольше можно делать. Интересно. Вот это прикол, что, конечно, 13 лет, и ты хирург, или там ты, не знаю, 3 года потатуировал, и ты классный тату-мастер, как многие, и даже без рисунка. И одинаковая зарплата. Вот это шок, конечно. 13 лет, и там обучение стоит 50-90 тысяч в год. На хирурга. Да. Ну, я думаю, туда не за престижем, а ради интереса все-таки, да, идешь как бы?
Ну, просто как вот, ну, Да, другое чтоб осветление, скучно что не ли, было, да? да. А если скучно ставят на половине пути, пиздец, прикинь. Могу и бросить. Но мне сказали, что довольно механическая работа, и сложно Да, именно, что надо конечно. на ногах стоять долго обязательно, и даже чуть ли не памперсы носить, потому что бывают операции, не отойти вообще, говорят. Ну, Жесть. ты Вот готова это... к Ну, я этому? не против. Если мне надо что-то, то мне надо. Интересненько. Скоро будут новые фотки на OnlyFans в памперсах Вот, на кстати. работе. OnlyFans. Мне просто интересно больше даже было спросить про заработок какой-то. То есть, насколько это действительно там приносит тебе удовольствие, деньги вообще. Либо ты просто это по кайфу делаешь, либо это для тебя это как действительно какой-то сторонний, не знаю, бизнес-проект такой. Меня Инстаграм очень банил всегда и до сих пор, поэтому мне просто надо было куда-то скидывать эти фотки. В Телеграм я и только недавно им стала пользоваться, не особо мне нравится, там куча спама. Вот, поэтому я завела OnlyFans, думаю, скину туда. И плюс мне отказывали в Америке долго в визе. И я разозлилась и решила себе доказать, что я могу в Европе заработать много, и начала как бы ради заработка. Потом я ожидала еще от комьюнити там, что люди будут мне помогать как сексологу развиваться, что-то учить про них, там, про подсознание и так далее. Очень все примитивно оказалось, люди не хотят вступать особо в какие-то диалоги там интересные, на что-то, на какие-то опросы реагировать. Поэтому у меня интерес быстро пропал, и я стала это делать очень так посредственно и минимально. При этом все равно, если ты как бы известен людям, и у тебя есть своя какая-то аудитория, то заработать там можно нормально. Ты сама кайфуешь процесса вообще? Нравится? Периодически там довольно мерзкий контингент, но в целом не так, что прям... А там же кто-то еще пишет, нужно с ним общаться. Ну вот, я сообщения уже давно ничего не отвечаю. Но я вернусь к сообщениям, если кто-то ждет очень. Периодически я смотрю их. Ну, а публика дикая в плане, типа... Ну, просто скучно. Нету ничего каких-то там... Мне очень нравятся какие-то извращенные прям фантазии, такие странные. И никто ничего не пишет такое. Я там самый извращенец. Ага. А есть какой-то хейт, может быть? Зависти много у людей, да. Или какого-то там... Вот это... Есть один у меня знакомый, у него постоянно бомбит прям про OnlyFans, он постоянно шутит, что вот, а у меня вот там мать моих детей точно ее фотографии не будут гулять. То есть с моралью у людей проблемы большие. У меня морали нет, поэтому мне нормально. Психопат. Говорят, что без морали я уже там почти, поэтому... Удобно, нормально. Да. Но я не делаю порно пока что, мне типа не хочется. Если захочется, могу сделать. Ну, это типа какая-то легкая эротика, да? Да. Слушай, еще такой вопрос по поводу, мне было интересно очень по поводу творчества, татуировок. У тебя сейчас стиль поменялся очень сильно. Я стараюсь больше блэкворка. Да, я даже сегодня смотрел сторис, у тебя была с новым проектом на завтра, так Да. я понимаю. Вообще, в целом, вот в моем понимании как татуировщика, вот эти две вещи, которые ты совместила, они настолько полярные, то есть там вот прям вот Хотелось бы верить, что это мало кто делает. Вроде бы да. геометрический какой-то прям blackwork такой с огромными кусками, который реализму в целом не присущ, потому что там люди пытаются в цвете там деталями заполнить каждый свободный миллиметр, и ты просто вот такое выдаешь. Как ты к этому пришла? И вообще, ну, как вообще ты нашла этот путь, это все замиксовать, и как вообще этот путь длился? Потому что, я думаю, многим интересно даже и клиентам, и татуировщикам подумать, посмотреть. Потому что произошел скачок, как я понимаю, сколько, год назад ты начала это делать? Да, мне стало скучно, потому что я хотела уже в фэшн уходить из татуировки, потом мне дали визу в Америку, виза талантов по татуировке, и ты типа должен работать, раз ты переехал. И я такая, ну тогда надо себя развлечь. И вот как пришла в голову идея про стиль, мне татуировка всегда нравилась больше племенная, и тематика вообще племен в целом. И всегда как-то на подсознании мне нравились именно blackwork, такой более ритуально выглядящий, такой мрачненький. Когда я начала татуировку, это просто мне подкинули идею друзья, что попробуй, почему нет. И я видела просто ошибки в реализме у многих мастеров хороших. То есть я не понимала, кто там какой мастер, но я подписана была на какие-то паблики и заметила, что где-то можно вроде бы лучше сделать. Решила попробовать и стала делать реализм. И он легко так зашел-пошел. Я как-то забыла про blackwork. А потом, когда мне было скучно вот в Америке с татуировкой, я поехала отдохнуть в Мексику, и Мексика у меня всегда ассоциируется вот с этой какой-то дикостью, с природной, и что-то я там так хорошо отдохнула, что мне просто ночью пришла идея, что надо совместить. Что я забыла про это, да, и оно как-то само очевидно сложилось. Переход сложно происходил, но в плане общения с клиентами, то есть приходит клиент, который привык к одному стилю уже от тебя получить татуировку, как бы, и ты ему начинаешь сама навязывать, как-то или уговаривать там на такие блэкушные как бы части. Да, я переживала, что не пойдет, но мне в принципе казалось, так как я большинство своей жизни жила в своем биполярном расстройстве в маниакальной фазе, то есть больше самоуверенной, то я понимала, что если ты во что-то сильно веришь, то люди это тоже схавают. Если ты очень это грамотно как бы... Ну, ты этим прям горишь, то да, то пойдет. Да.
И оно и пошло, да. Ну, не так, чтобы у меня 100% клиентов готовы на это, но склоняются многие на это. Ну, ты их склоняешь, наверное, да. тоже. А то иначе свяжешься, да, и сознание потеряешь, и придется по щекам еще тебе бить. Но я кайфую, когда приходит на полный блэкворк. Но я бы хотела костюмы побольше делать, пока нету. Опять же, я смотрю, ты миксуешь, у тебя же по факту получается из реализма вот в этих больших проектах осталось там сколько, 20%? Да, мало. Прям так интересно. Ну, хорошо, я бы хотела и чистый блэк тоже делать. А почему не возьмешь просто какого-нибудь модельного? Я писала несколько раз, и что-то все мнутся, либо, может, дорого. Хотя я делала скидки. Интересно. Ждем. Когда-нибудь, да. Ждем блэк костюмы. Что, ты, может, распечатаешься как раз? Ты чистенький весь. Распечатаешься. Но у него ни одной татуировки, смотри, бодисьют. Да, и полностью. Можно с лицом прям меня залить, короче, ну, чтобы как это, ну, сайбот, типа, вот так вот. Прикольно, ты сказала, что, мол, посмотрела, там делают реализм, поняла, что можно сделать поинтереснее, типа, и начала им заниматься. То есть вот такое у тебя было, как бы, заход, желание в индустрию? Я не думаю, что я делаю очень интересно, пограмотнее. Показать, как бы, да, как можно сделать? Не показать, а просто, что... Ну показать, как? не показать, себе показать, можно ли сделать лучше или нет. Оказалось, что можно, да? Как мы наблюдаем в целом. Вот, а у тебя уже, вот, мне хотелось знать, был бэкграунд какой-то, то есть у тебя ведь образование, да, то есть тоже многим вот интересно, есть какое-то образование художественное? Я рисовала с детства, да, много где училась по разным курсам и художкам. А можешь сказать вот так вот путь хотя бы вот примерно, то есть вот так? Ну понятно, художка это база. Там долго. У меня была ДХШ Александрина в Питере. Она очень красивое здание, в нем снимали даже какой-то сериал там про помещиков какого-то там века, прикольное здание. Там где-то 4 года, плюс подготовительный курс. Ее я закончила, меня послали на какую-то там премию, Надежда России дали, денег даже дали. Потом я была подготовительные факультеты в МУХе, в Штиглиц академии. Потом выпускник Репина, курсы с ним год или чуть больше там периодически ходила. Что еще? Граф-дизайн институт, фэшн-дизайн институт. Разные курсы отдельной живописи, там акварель, масло. А ты в скульптуре еще обучалась? И скульптура, да. Но скульптуру я делала только 2 отдельных мастер-класса по неделе. Ты до сих пор чему-то обучаешься, какие-то курсы посещаешь? Как я понимаю, ты вот сейчас не я была останавливалась. анатомия, типа художник ее проводил, где мы трупы трогали. И хочу в институт бы резать. А анатомия была в Штатах, да? Да. Блин, а так это там все так легко доступно? Мне кажется, это было не особо легально, если честно. Да? Да, я думаю, что нам запретили делать хоть какие-то фотографии в подвале, именно. Через китайский ресторанчик? Ну, это был медколледж, но я очень сомневаюсь, что это было... Ну, путь прям как у Микеланджело, короче, знаешь? Так, я думаю, что это было что-то за мут какой-то, да. А ты делала там зарисовки какие-то, да? Блядь, круто вообще. Ну, зарисовки мне не очень понравилось, какие я делала, но... Фотки? Нельзя было. Телефон отбирали вообще. Ну, слушай, это круто вообще, так-то нормальный, серьезный подход. Да. То есть педагог шарит вообще, молодец, респект. Ну, как он шарит, но он перчатки, например, он трогал ими все. После трупов он трогал ими все. То есть ему намекнули, типа, а может там нельзя, а он такой, и типа сделал, что не понял, о чем речь. Все двери, ручки, мы были с подругой татуировщицей, мы не трогали ничего потом в этой комнате. И получается, ты уже с таким все равно, с бэкграундом именно пошла в индустрию тату. А я дома татуировала. Мне просто, я любила тяжелую музыку, экстремальный спорт, вот это все. Думаешь, что не хватает? Нет, я не хотела ее делать. Мне просто мой бывший сказал, что попробуй татуировки. Я такая, не знаю. И потом попробовала, и просто они как-то быстро пошли, и стало вроде интересно, и втянулась. А это какой год вот так вот, если 2012. Где-то за год уже у меня пошли всякие победы на конвенциях, да, потом Европа началась. И там в 2012 году еще было не так уж много, вообще не было мастеров. То есть были, но мало, да. Нет, конкуренция была, но еще это было типа прикольно, это еще было особенным тогда. То есть ты у самых истоков, получается, как бы? Второе поколение, грубо говоря, хороших татуировщиков. Но первые они были типа там Сивак, на 10 лет пораньше начали. А помогает анатомические знания тебе даже в татуировке? Конечно, но был еще профессиональная деформация, была после курса по анатомии, что я татуировала вот здесь, на этой кости. И у человека стала дергаться нога, и я сразу вспомнила, что здесь нет никаких мышц, что там я трогала этот нерв, который тут проходит, это жесть была. Я говорю, больше вот это, а именно для татуировки, чуть-чуть пригождается, конечно, когда портреты делаешь. А вы лица тоже там трогали? Все трогали. Я видела афроамериканца, член разрезанный пополам. У нас был труп самый, которым больше всего трогали, это была какая-то женщина, у нее не было кожи, кроме как на кончиках пальцев, потом я не могла смотреть на пальцы ни на чьи. На ногах, на пальцах и здесь у нее, на причинном месте тоже была кожа, остальное нигде ничего не было. Но потом мы увидели ее лицо, там тоже немного кожи было. А ты хочешь опять туда вернуться? Да. Да. Я вспомнила Дамера, где он на рыбу там... И
подумала, это странно. Не, меня не возбудило это все, но было интересно и запало в душу. Не, ну как такой опыт некий, Ну, интересно, да. Вот так вот кому сказать, Да Винчи, пожалуйста, он же я тебе говорю, вот Микеланджело тоже же ведь препарировал. Все это делали. Поэтому и уровень какой, то есть если из этого извлечь что-то Да, для я в себя. шоке была, что печень огромная, сердце огромное, оказывается, желудок маленький, очень все странно. Ну, скорее всего, знаешь тоже, что такое, типа, мол, на учебниках вот рисуют, там мышцы эти, они все такие идеальные, оно такие вообще не западает в душу, то, что там рисуют, я ничего не думаю. помню. А вот это у меня просто перед глазами теперь до сих пор все. Мне очень интересный опыт. Я просто хотела давно попасть на это, как запрос такой был. Вот как говорят, что жизнь непонятно, как работает. Я как послала этот запрос куда-то там, что типа хотелось бы, поспрашивала по знакомым. Мне все сказали, ты больная, это нелегально, нигде не найдешь уже давно. Потом мне сказал друг у меня в Аргентине, мама там в каком-то колледже, она может тебя, может быть, провести, если ты прилетишь в Аргентину, может быть. Я такая, ну ладно, как-то запарно, пока забьем. Переехала, и хоп, и мне подруга предлагает, такая, пойдем, говорит, на курс по анатомии, там в медколледже будет. Я говорю, там что, еще и трупы будут? Она такая, да. И я такая, ничего себе. И вот оно случилось. И 5 дней у нас были трупы. Пойдем на кладбище, там трупы можно посмотреть. Кадавры это называется правильно. Но если пойду, то там 4 года колледж, 4 года, причем институт мой не зачитается, все равно надо в колледж, 4 года медскул и потом 5 лет интерншип. Но там хотя бы платят на интерншип, но уже копейки какие-то. А до этого ты платишь дофига. А там практика у тебя в больнице какая-то будет? 5 лет целых. В каких-то обычных городских вот этих вот интернов. Да, вот это все, да. Ну вот это, да, ну блин. А не жалко так вот уже теряешь все-таки столько в индустрии? А что терять? У меня есть суббота-воскресенье татуировать. А вот если в плане искусства, например, может пописать, что-то реализоваться, вот, как художник, да. вот ну, тоже по вечерам сейчас... может писать какие-то дни, не каждый день. Я думаю, что если просто мне если что-то хочется, я найду на это энергию. Мне учиться нравится, то есть меня это не смущает. Меня смущает одно, это ранние утренние подъемы. Вот это пиздец полный для меня. А сколько надо вставать? Я не знаю, даже представлять в 6, боюсь. наверное, там, в 5. Ну, это ужасно было бы. Я думаю, 8. И ответственность, прикинь, какая, ну. Это меня не пугает. Вот утро рано встать, это ужас. То, что путешествовать трудно будет, вот это проблемка, да. То есть какая-то стабильность, рутина, это мне тяжело. Привязка к месту. Да. По сути, фэшн я вот шла, год была на учебе, почти не путешествовала, либо прогуливала, но это не шло в ущерб. Но медицина это другое, там, конечно, сложнее будет так. Ну там как бы, да, вроде прогуливать не очень хочется. Знаешь. Да, вот. Это как и там, пилот, типа. Ну там прокатило, но там был еще Париж, мне нравилось там быть. А в Америке, ну не знаю, год сидеть безвыездно, хрен знает. Но... А ты в Париже училась, да? Да. И Париж у меня любовь. Мексика и Париж мои любимые места. А какие-то все равно у тебя были эксперименты с одеждой? Ты же шила себе наряды, насколько я знаю. У меня весь Инстаграм знает мои эксперименты с одеждой. Слушай, но так микроколлекцию делала одну, да. Продавалась? Не особо. Просто для себя больше? Нет. Но не продавалась. Там, наверное, что, мне кажется, продать, это тоже такая индустрия, это же как вот искусство, надо заряжать больше вот в пиар, как-то через это надо очень много, да, то есть я сделала вообще, я сделала, грубо говоря, там 40 экземпляров, то есть я их даже, это было 4 модели всего или 5. Да, не зашло особо людям. А ты все вручную сама отшивала дома? Нет, я вообще не шью. Я дизайн делала, потом контролировала выкройки и пошив уже. Ткани выбирала и так далее. Прикольно. А почему ты остановилась, например, так вот? Потому что вот переезд начался, и надо было денег на привычку новую к Америке, и в татуировку уходить с головой, и как-то это стало уже неразумно там делать. И когда ты, знаешь, дальше продолжила бы, вот еще были. Потом еще началась же вот эта вся движуха с Россией, поэтому у меня производство там было. Потому что качество и цена в Москве было очень хорошо, если сравнивать там с Италией, с ценами, либо с качеством Китая, то Россия была прямо класс. А есть какое-то еще кардинальное отличие работы в России и в Америке, но в плане клиентов, общения, отношения клиентов к татуировкам, не знаю? Ну да, в Америке, может быть, они более податливые даже, и они больше прямо любят так зафанатеть по мастеру и как-то поддерживать его там творчество в целом, то есть покупать много мерча и так далее. Это там больше, чем в России. Вообще много и общего в целом, то есть довольно легко. Только что в Америке это больше бизнес и очень все такое, нагрузки много, особенно с рабочей визой. Всякие лицензии делать. Короче, за каждым твоим шагом контроль. Единственное, что там пока краски разрешены, которые в Европе запрещены. Но в России всем пофиг, я думаю, на эти запреты, скорее всего. А так я, кстати, считала прожиточный минимум и заработок, татуировщик, Россия, Америка, одна и та же фигня, только в 7 раз дороже. Там в 7 раз одно дороже? Одно и то же, да, но в 7 раз. То есть, по факту, ты зарабатываешь те же самые? То, да, абсолютно. Только что в 7 раз разница. Ну, качество просто, мне кажется, жизни как-то есть отличие, может? Да, мне казалось, что Питер очень красивый, а потом после Нью-Йорка я вернулась, я поняла, что
кажется. Нью-Йорк красивый? Лучше Питера? Некрасивый, но уровень жизни чувствуется, что гораздо новее, все более отлизанное, такое вылизанное. Но в Европе все равно гораздо красивее. То есть Питер, он, не знаю, он какой-то вроде как Европа, но так дешево все сделано, как будто бы вот такое ощущение. Понятно, оно не дешево по факту, особенно если с Америкой сравнить. Но все равно в Нью-Йорк столько денег, естественно, в Манхэттен бухано, что это... Да. Хотя в Питере есть красивые места по-любому, и они такие более культурные, но когда ты уже бывал много в Риме, в Париже, то, ну, сложно впечатлить. Это как после наших музеев в Америке пойти в музей, это тоже жесть. Ходишь в музей, по музеям в Америке? Ну, сходила раза 3, и больше не хочу. А не нравится? А почему? Не на что посмотреть? Типа, ну, после Европы не впечатляет. Ага. А в Европе вот где вот так в целом? Ну, Прада в Мадриде, там то, что Босх, любимая картина у меня. Потом во Флоренции музей, Уффици, по-моему, называется. Римские все музеи, то есть, да. В Париже Лувр тот же. То есть, как в целом, как практика такая посещения музеев у тебя это стандартизировано, ну, по-любому надо, да? так, оно, кстати, с трудом заходило. Я не совсем такой задрот. Меня в детстве родители водили в музей, и мне вообще было фиолетово. Да, ну, в детстве там всем, как-то, мне кажется. Ну, и потом долго тоже. Ну, вот сейчас уже интересно. Ну, а вот сейчас, вот, если знаешь, смотреть все равно вот у тебя за уровнем работ, как бы, ну, так-то довольно-таки достойный, нормальный уровень, как бы, в плане вот живописи. Неужели не хочется вот дальше пойти, как-то это все развивать, потому что потенциал-то ведь хороший вообще. Ну, хочется, но надо для этого быть регулярно в этом, то есть писать постоянно, и у меня как-то внимание слишком рассеяно. То есть я всю жизнь рисую, пишу и так далее, леплю, и поэтому мне не хватает долго этим заниматься. То есть уже столько лет, что у меня скука на эту тему. Оно как бы классно, но волнами находит. А может, тебе не надо много писать? Может, тебе надо там реально какие-то куски такие находить? Ты же делаешь все-таки работу. Ну, у меня бывает такими порывами. Одно что-то нормально получилось, потом на 2 года ничего. Может, мне кажется, когда ты в старости, гораздо прикольнее. Тебе уже ничего не надо, сиди, пиши себе. Ну, потому что, да, вот мы когда вот и так до этого пообщались, да, там без камер ты показывал вот работу, как раз вот портрет, да, вот как вот называется? Ну, Роберто Ферри я брала ну, это нормальный семинар. тип так-то вообще, он такой нормальный хороший. тип, как бы. да. А ты была у него на семинаре? Да, неделю, по-моему, это было. Прикольно, в церкви мы были, я не знаю, смотрит он, не смотрит это видео, но объясняет он, конечно, типа часа 2 из недели это было объяснение, остальное это было демо, молча, и практика. Но атмосфера, все было классно. То есть город крутой, студию он свой показал, очень тоже такое вдохновляет. Ни в одной школе мира я не видела хорошего объяснения именно от разжевывания. Ну, в Америке, кстати, побольше, наверное. Там ведь еще знаешь, как надо... У тебя вот один уровень. Там вот у него сколько-то ведь учеников, или он индивидуальный? Ну, уровень, понятно, разный, но есть же какие-то все равно. У меня все сносится к каким-то примитивным моим там вот структурам, на которых я себе это все объясняю, я это людям даю, ну и там уже поймут, не поймут, как бы кто-то больше, кто-то меньше. Но в основном все учителя живопись, рисунок, они вот это все. И я не знаю, может, в Репино нормально учат, но не знаю. А ты как, ты же преподаешь тоже живопись? Да. Ты хорошо бывает. преподаешь, хорошо учишь? Ну, я учу те же веревки и живопись больше для тех, кто ближе к новичкам там, или какие-то не совсем прям адванс. Ну, татуировщиков могу учить, потому что это тоже скорее туда. Ну, тебе приносит удовольствие больше обучаться или обучать? Это как в веревках. Тебе нравится подчиняться или подчинять? Мне нравится и то, и то. Это все одно и то же. Нет одного без другого. Ну, в целом, обучая, тоже учишься, как бы. Ну, да, это все одна фигня. А ты вот у этого, типа, вот у итальянца, у него на постоянке, как бы, да, он как ментор такой, что ли? Я не знаю, я думаю, он делает иногда семинары, и у него есть 2 как подмастерья, таких, которые у него учатся. А еще вот так вот у кого-то, вот помимо него, проходишь курсы? Да, была у вот? Шона Читама 2 раза на мастер-классах по портрету, по аллоприме, то есть по быстрым портретам, и по акварели я летала в Литву к Сергею. Сергей Лысый его зовут, очень классные работы. По-моему, он самоучка, я точно так и не поняла, но очень классные работы. И техника мне очень понравилась. У него она даже чем-то близка к моей татуировке была. Ну, все-таки у тебя, видишь, заинтересованность-то серьезная, как бы, мне кажется. Волнами, да. То в одном, то в другом. Главное, волну-то эту поймать. Я просто, у меня волна, она возвращается, поэтому я успеваю расти везде, что как бы оно кругами ходит. Не так, что у меня резко в футбол понесло или еще куда-то. Татуировка, анатомия, тело, фэшн, это все в одном примерно. Все, короче, вокруг человека вот мне больше. Одно заебало, туда перешла, да. Даже нагреваются, так сюда опять, да, вот, да. иди сюда, типа, да, условно. Сейчас порисуем, да? Да. Есть какие-то, может, импонирующие художники, потому что все равно вот есть какие-то отголоски вот караваджизма. Ну такого, да, Караваджо, да? Босх очень нравится. Босх это совсем другое, но там мне нравится именно экспрессия какого-то безумия вот этого его. Какие-то там сатанинские эти темы горящие всякие. Переносили вот этими деталями, которые... Я не люблю детальность, но там оно настолько неадекватно, что это прямо вау. Смотрится. Классно очень, да. Из художников они, наверное, 2 основных. Потом мне нравится Мунк, вот этот Крик, основная его только работа.
что я, например, часто даю там на мастер-классах по татуировке сферу, например, людям нарисовать вот так из головы. И один раз я объясняла эту сферу с ее всеми этими там оттенками, тонами бывшему мужу моему. И он вообще не художник, вообще никакого отношения не имеет, он бизнесмен. И у него, он много читает, там политика, много интересов и так далее, и пишет что-то там сам. Он понял вообще на ура эту сферу гораздо лучше, чем все художники, да. То есть тут Чисто логика, поэтому и академии существует. Я это всем рассказываю, что говорю, вы просто поймите, не надо даже сидеть и копировать эти фотки 10 раз. Ну, фотки ты имеешь в виду копии? Ну, что типа, угодно. Не копия, а именно просто как татуировщики все рисуют. Они думают, что если они открыли фотку девушки, нарисовали ее портрет, то они практиковали портреты. Они просто непонятно, это вообще делали. пизда, это там утопия нахуй. Просто надо немножечко разобраться, да, что зачем стоит. Ну вот они ждут, что на мастер-классе я им расскажу, как лучше копировать фотографии, типа того. А я им объясняю сферу, а они говорят, а что, надо еще и голову включать. То есть даже настолько? Про сферу даже выпускники Флорентийской академии искусств не могут сферу нарисовать нормально. И, может, она у меня была не лучший экспонат, но были такие. Флоренция, на мастер-классе по татуировке я им говорю, рисуйте сферу. Выпускники академии вот это типа? Да. Сфера была неправильная. А там, мне говорили, там американцы что-то перехватили теперь эту академию, и она типа слабее стала, да. А что ты видел, как вот там академия вообще выглядит у них? Там такие перегородки черные, там условно сидит. Слушай, вот так вот после того, как я была в Остине в художественном ателье, мне ничего не страшно уже. А что за история? То есть, просто меня знакомая подруга повела, она художник, она говорит, у меня здесь у друзей ателье художественное. Ну и тоже не в обиду ей, надеюсь, она не смотрит. Да посмотрит. Просто не обижайся. Короче, я с ней тоже про это смеялась. Она говорит, пойдем, здесь в Остине, у меня, это в Техасе город, у меня есть здесь у друзей художественное ателье, они сейчас натуру делают, пойдем посмотрим, в гости зайдем. И мы подъезжаем, а там такие, я представляю, как муха или какое-то здание такое с колоннами, гранит, там что-нибудь такое красивое. Там сараи такие просто, где как будто только что кого-то лопатой зарубили или что-нибудь такое. И рядом никакой ни еды, ничего нету, вообще никакой цивилизации. И просто мы подходим к этим сараям, и реально в одном сарае они там натуру делают, причем прилично даже так. После остинского ателье мне уже не страшно. Там группа прям занимается студентов? Да. Ну а вот так вот, мне кажется, вот все равно из помпезности такой вот монолит, это все-таки вот, я думаю, вот Академия, понятно, Репина, вот именно, она такая, все равно базируется, с какого года ты считай. Вот. Я думаю, в Риме много, наверное, таких. Тоже, да, я думаю, вот именно где, знаешь, такая вот прям мощная архитектура, Париж, стены тоже. все уже греют, так, да, как бы, извини меня там. Вот, и выпускники, кто оттуда такие, ребята именитые. А вот ты часто пишешь портреты, с натуры именно? Как ты находишь себе клиентов, моделей, как это происходит? Сейчас я хочу делать вот то, что я у Роберто училась, я хотела применять его технику, и поэтому хотела сделать фотосессию недавно 2 девушкам. Одна была темнокожая, одна блондинка светлая. Мне хотелось их вместе пофотографировать, но, естественно, как всегда, в Нью-Йорке все сливаются постоянно с планов. Одна только девушка была готова, вторая не пришла. Поэтому мы не стали. А так, знакомых каких-то. То есть у меня много друзей. Я как художника выбираю красивых часто людей в окружении. Я их беру иногда, использую для проектов. Либо автопортреты тоже делаю, либо друзей каких-то, которые вот... Бывает, я смотрю на человека и чувствую, что я не могу не нарисовать, тогда рисую. Но в последнее время уже с переездом в Америку все-таки это тебя меняет. Ты уже начинаешь, мне не заплатят, что я буду рисовать. И иногда уже такое мышление начинается. До Америки так не было. Теперь уже ты считаешь, потому что дорогая жизнь, все, начинаешь думать. А сколько автопортретов написала? Не знаю, может 5. Не так много. Все продала? Да. Интересный фан-клуб. Слушай, еще вот бьют, вот мы до этого тоже так, там за бэкстейджем, разговаривали. То есть сколько у тебя уже татуировок? 20, наверное, люди сделали с твоим портретом. Это же вообще так-то прикол, как бы, согласись. Их еще много делают другие татуировки. Ты как Рембрандт, короче, поняла, автопортреты. Как Рембрандт, автопортреты, только на руки, люди надевают, как бы нормально заходишь. Автографы ставишь им? Не часто, кстати. Как так? Лица достаточно. Вот вам мои, как там, хвост и усы, это мой паспорт. Не, про трупы нормально. Не, про трупы просто я тоже пришла тогда, трупы были, это неделю тоже затмило все, на самом деле, там уже дальше лучше вопросов уже не будет. Прикинь, такая возможность просто думаешь вообще, что это вообще все, кто это все, как я здесь, блядь, оказалась, да, вообще, нахуй тут вообще стоишь. Еще и без кожи все. Да. Но без кожи я уже видела с детства. Я видела собаку без кожи, в детстве всякого видела уже. И как вот после этого момента, считаю, вот именно в плане анатомии поменялось как-то вообще что-то? Поменялось то, что я написала наконец-то в анатомический институт, в медицинский. До этого я это только вынашивала годами идею и как-то сомневалась, что я пойду когда-нибудь. Но думала, может, в Америке подосяду и пойду. А теперь я поняла, что и подосесть-то не успела, но надо пойти, наверное. Но я уже посчитала так по деньгам, к худшему подготовилась, как бы с этим жизнь совмещать. В принципе, можно. Как у меня фэшн-стиль
институт. Были одни люди, там никто парижан не было, все приезжие с разных стран, всем 18 лет, у всех богатые родители. И я такая одна пришла там. И была еще девочка 24 года, самая старшая в группе. Она была отличница, и я была отличницей. Мы с ней пришлось нам дружить. Она была в шоке, но ей было интересно все равно со мной. Она стеснялась разговаривать, да, но мы были лучшие две студентки, нам приходилось как бы общаться друг другу, помогать что-то там иногда лишний раз. А остальные студенты все были даже, не о чем особо поговорить. То есть там одна была девушка с Ирана, лесбиянка, она сбежала из страны, естественно, там ей вообще было никак. Вот она была какая-то с мнениями, там такая тоже постарше немножко, 20 там с чем-то. Остальные все были подростки, было такое. Никаких мнений, препод пришел пьяный, никто ничего не сказал, ни слова вообще, про это даже не посмеялся. Поэтому здесь, я думаю, то же самое будут все на содержании, потому что 13 лет за учебу платить по 50-90 тысяч в год, контингент будет сомнительный, короче. Да, блин, мне кажется, не знаю, лучше бы тебе, конечно, не бросать вот этот вот потенциал. Представляешь, узнать анатомию, насколько детально получится? Ну, у тебя вон смотри уже какие есть моменты. Хуя себе узнать анатомию, куда хоть еще подробнее. Ну, куда? Там будет вообще подробно. Да, я думаю, что можно, знаешь, если можно лепить из людей же будет. Можно человека слепить. Ну, взял, переделал, все, пластический круг, очень интересно. Я в детстве делала, я не думала про это, но я делала из пластилина руки, в них делала дырку, туда красную воду, залепляла, брала кровь у них. Или лепила тетку, дырку здесь, туда младенца, залепляла пластилином, делала кесарево. Это у меня в детстве всегда было. Какие-то немножко, значит, эти есть. Ну да, что-то было. Да? Хотя я никогда не хотела быть хирургом в детстве. Ну, не знаешь, еще вот хотел спросить, у тебя вот был то ли как мастер-класс, мы сейчас так постепенно попробуем к этому подойти, что где ты вот сидела натура, по-моему, да, и ты вроде как била, что ли, на тату, прямо вот фрихендом. Нет, это я делала на конвенции, на мастер-классах я делала с зеркала портрет. То есть моделью я была, да. В зеркало смотрела и набивала. Так-то вообще это нормальный такой уровень, я тебе скажу. Но это уже я делала после визы. То есть визу мне давали типа как таланты за то, что в мире никто не делает цветные портреты с натуры. А потом я еще решила левел-ап, тоже скучно было, и решила с зеркала сделать. И что, и как вообще с этого был такой фидбэк? Ну, мне кажется, что это в целом... Я мало пиарила, потому что я тогда в Америке мало находилась, я еще не была с этим менталитетом с их. Я делала с натуры, по-моему, с зеркала раза 2 или 3, я не помню. Один раз на мастер-классе потом тоже делала. Я думаю, что это вообще на самом деле как бы движуха это серьезная, мало кто так, кто не делал вообще? Не, никто не делал. А сейчас вот, допустим, повторила его? Никто не делал. А я бы повторила. Но не так уже мне скучно, уже 2 раза сделала. Я видел, ты стенсил переводишь, там совсем чуть-чуть что-то намечаешь, и все остальное у тебя как идет? Ты просто ориентируешься уже на базе знаний. Да, как. Ну, и, в принципе, то есть маркером подготовку к фрихенд-портрету я делаю 15 минут 20, чтобы когда рука ложится, искажается, чтобы все держалось. А вот какие-то, знаешь, такие примочки, там, теплохолодность, эти подмалевки, делаешь? Как-то работаешь с этим или работала, может? Серии, там, подмалевки сложно в татуировке делать, что-то наподобие, да. Ну, если знаешь, это если многосеанс на первый, допустим, закладываешь где-то. Бывает, что я слоями работаю, что оно вроде нормально, но можно проработать поверх чуть поплотнее, подетальнее где-то, да, чуть-чуть. Но это слабо применимо здесь, но бывает. То есть в основном ты от куска, да? Нет, от общего к частному, но я выбираю кусок, который за день доделаю. Рукав, да, например? Там рукав, есть ряд портретов. Да, вот рукав. И ты делаешь, там, допустим, просто голову. Да? Ну, я могу разметить все портреты, например, сразу. Тоже у меня рука — это один проект сразу. Я заранее теперь стараюсь думать. Ага. Разметить, то есть маркером где-то или пробиваешь их, может фиксируешь? Может быть, линиями, да, зафиксирую где-то. И набиваю, например, в идеале, если я дальше делаю руку, то я могу потом к этому портрету всегда вернуться чуть-чуть где-то Его подредактировать, когда он подзажил, не редактировать, именно, да, поплотнее где-то какие-то, если детали чуть зажили прозрачнее, либо добавить фактуру поверх, если там кожа перетравмирована была или отекла, сильно уже не брала краску. А начинаешь как, вот с теней или как? То есть, со цветов, наоборот. Со цветов именно, да? А почему со цветов-то? Как-то удобнее? На травмированную кожу мягче ложится краска. Поэтому мне просто нету терпения делать градиент мягкий, поэтому мне проще расхерачить кожу светлым и мягко на нее наслаивать, уже быстро всасывается краска, и мягкость образуется меньшим количеством движений. Слушай, прикольно. С ребятами, мне кто-то рассказывал, что они, по-моему, этот фрихендом, в плане там через зеркало, это пиздец, как бы, это вообще респект. Мне кажется, это мало кто видел, спасибо. Не, вообще, да, это не то, что видел, это слышал, что, типа, условно, вот, там, прикиньте, вот там так-то там, представляете, делали. У нас же как опыт, ребята приходят, занимаются, да, и вот так же хочется всем просто объяснить, вот, пожалуйста, вот, смотрите, человек понимает вообще рисунок, умеет, да, как бы, и может так позволить. Другие, как бы, да, трясутся, когда у них стенсил, да, она просто стек.
Но они зато многие говорят, зачем это делать. И я, в принципе, согласна с ними. Зачем делать зеркало, если можно сделать стенсил? Ну, да, просто так, потому что мне скучно. Потому что ты не то, что... Когда ты рисуешь натуру, ты понимаешь, как вот эту среду передать. Ну, да, передать воздух, объем. Но мышление другое. Мышление совершенно другое. Согласись, что как бы, ну, это ведь дало некий толчок, буст, как бы, что это ты дало совершенно... все мне в карьере. С натуры надо рисовать, надо анатомические классы посещать. В основном все рисуют плоское, все какое-то такое, знаешь, заезженное, вот одно и то же. Ну, гипердетальность они любят очень. Да, это вот гипердетальность, это тоже, блядь, конечно. Но, с другой стороны, это графика же, татуировка. В принципе, не так уж и ужасно тоже, что каждый пиксель насыщен чем-то. Ну, как одежда, знаешь, как узор, пускай. Вот именно в плане вот этого вот бэкграунда, он, конечно же, дает свободу. Ну и потом вот ты видишь, как захотела, пошла там в искусство, там захотела там дальше татуировка, везде, в принципе, высот как бы достигаешь. Потому что, говорю, опять же, посмотрев работы... Может, привычка учиться тоже, мне кажется, сказывается, что мне нравится учиться в целом. Я знаю, есть люди, которые вот патологически, они постоянно ходят в институты разные и никогда не могут применить это. Это как бы проблема. Кладбище знаний, получается. Ну, наверное, да, как такое учеба ради учебы. А когда просто любознательность, тогда, наверное, это вот, ну, дает какую-то многофункциональность и пользу. Ну, еще когда ты знаешь, что где это можно применить. Вот даже мы до этого, да, разговаривали, допустим, за кулисами, там. Ты хотела же поступать в академию, да ведь? Да. Вот. Папа говорил, не надо. Не надо, типа, там, не зарабатывать, да, условно. Да, сейчас как сложилось, в принципе, на вот этом вот даже и то минимум, если мы берем, да, академию знаний, которые ты сама дошла до этого всего, вот ты, считай, себя сформировала как личность. Что интернет будет и все прочее. Но тем не менее, представляешь, как у тебя вот с этим вот сейчас, с этой потребностью, вот с этим вот стержнем, если еще был бы бэкграунд академии, бля, мне кажется, можно было вообще в космос улетать. А вот не знаю, что бы было, если бы пошла в академию, стала ли бы я татуировать. А может, замылила бы как-нибудь. Да, я бы, может, спилась. Я не пью, но мало ли. Если честно, конечно, про таблетки ты сказал. Может быть, просто есть плюс иметь биполярное расстройство, что все-таки, когда подъемы, то это, ну, энергии на все хватает. Слушай, вот, кстати, хороший подвод к вопросу. Люди начинают сравнивать. Слушай, про биполярку, знаешь, а ты что принимаешь? На 3 препаратах. Не, интересно, на самом деле, вот сколько ты в индустрии вообще уже лет? 12 11 лет, да. И сколько у тебя там, 500 000 подписчиков сейчас в Инстаграме? Да, Инстаграм отписывает жестко. Было 550 где-то тысяч, теперь 499. А жестко отписывать вообще? 50 тысяч. Да. Отписали за пару лет. Ну, это не так много. А все равно же остаешься на плаву. Как? Вот, во-первых, тоже вопрос, как оставаться на плаву. Ты же все равно как-то ведешь вот эти соцсети, не устаешь от них. Да, более-менее активно, нестабильно. Я не делаю, я проходила обучение тоже по ведению Инстаграма, по маркетингу и так далее, но там надо структурировать и быть последовательным, и систематичным, и типа дисциплинированным. Поэтому не получилось. Поэтому я просто пощу. Ну, у меня просто жизнь насыщенная, поэтому людям интересно смотреть. Но если бы я делала контент-план и делала бы грамотно посты, было бы гораздо результативнее охваты и продажи и все такое. Но я уже давно перестала все там рекламировать, но где-то что-то хуяк и залетает, продается. Слушай, ну книгу ты недавно рекламировала. Да, я просто люблю внимание, поэтому оно все работает. Поэтому это секрет, как вести соцсети, это любить внимание, наверное. Ну, типа, ты живешь ради чего? Каких-то алгоритмов в Инстаграме, что ли, блядь? Чтобы у тебя подписчики, ты же живешь жизнь все-таки и делишься. Да, я ну, понимаешь, параллельно делишься, согласись, вот так вот. Ну, блядь, если вам нравится, окей, подписывайтесь. Не нравится, ну, блядь, извини, типа, ну, блядь, не хочется вот это вот. Ну, вот Инстаграму не нравится ничего, что я пощу, все удаляют. У меня уже, наверное, было там предупреждение, я не знаю сколько. Веревки вообще жесть. Оказалось, что можно целиком человека связать там во всех позах, но тут чуть-чуть у него веревка по шее, все, адьос. Или во рту, или на глазах. Мои любимые все вещи нельзя. А ну YouTube теперь ушла, да, из-за этого? А YouTube тоже удаляет. ТикТок вообще минимальная банит, все. Вот, слушай, тогда расскажи еще один момент, меня очень сильно интересует. Менеджер, наличие у тебя менеджера, он ведет за тебя соцсети или ты сама все это ведешь? То есть какие-то посты? Соцсети я делаю. Есть... Она одно время у меня имела доступ к сообщениям, но потом она настолько трэша поначиталась, что уже хватает почты ей тоже читать всякий бред. Сколько ты работаешь уже с менеджером? Почти 8, наверное, лет. Она моя одноклассница, я ее знаю, получается, если мне 33, я ее знаю 26 лет или что-то такое. Расскажи, делись опытом, интересно, жесть. Короче, психология. Я изучала, что есть типы характера, она классический эпилептоид. Эпилептоид — это человек, который вот армейский, у них все четко по полочкам, очень, ей там скажешь одно слово, она на него 10 каких-то там папочек предложит и так далее. Это вот идеально. Если бы я была эпилептоидом тоже, то у меня бы бизнес был в разы масштабнее, наверное. Хотя он, может быть, и стероида было бы меньше с моими всеми этими красными волосами. Но, короче, она эпилептоид, она мне что-то помогает со всем этим. Но я не могу сама структурированно ей давать задания. Поэтому оно все
все в хаосе, такое на нашем, коллаборации на нашей как-то живет. Чуть что там, да, убрать ее эту подножку, я не знаю, что я буду делать. Ну, за 8 лет притерлись по-любому уже хорошо. Еще и одноклассница, получается. Она привыкла, она говорит, ты мне пишешь, типа, я сегодня там в Прагу, завтра в Будапешт, как скучно живу, послезавтра на Марс, типа того, или там, Таня, там, пиши, нет, не срочно, но через секунду, чтобы было сделано. Она стебется над моим характером постоянно. Не срочно, только чтобы уже через 5 минут все готово было. Она тебе помогает со всем, либо только с записью? То есть она у тебя как менеджер полноценный? Или нет, татуировочный только? Мне приходится много чего самой делать. Она отказывается с определенными там вещами, с деньгами вообще не связывается. То есть все букинги я все сама делаю. Она только делает клиентов. И где-то лишний раз какие-то имейлы куда-то послать. Таня могла бы больше делать. Могла бы помогать мне больше в чем. А как вот поняла, что нужно вот менеджера, типа, все-таки 8 лет это уже так нормально? Я не помню, как это случилось. Просто, сообщений много всегда было, да. Ты уже просто не выводишь. И оно типа. Примерно все там... Сейчас уже, наверное, искусственный интеллект, кстати, Таня, можно ставить на это все, который будет рассылать письма. Облегчишь ей работу. Тогда не было никаких искусственных интеллектов, поэтому приходилось одни и те же сообщения всем посылать постоянно. Я решила, что надо взять человека, и Таня эпилептоид, поэтому было идеально. А ты тогда уже поняла, что она эпилептоид? Ну, я с ней училась за одной партой. Рептилоид. Я знала, что... Она знала, что я рептилоид, а я знала, что она эпилептоид. Не, я просто знала, что она ответственная, у нее математика хорошо шла, а у меня языки и креативность, и поэтому мы друг другу помогали всегда. И вот я подумала, что как бы ее-то талантов мне не хватает. Она смотрела на то, как я все делаю изнутри, да, на всю мою работу, и ей это помогло смотивироваться из офиса уйти на самозанятость тоже. Она развела там, она пошла на обучение, открыла свое дело, и сейчас занимается параллельно еще другим, и очень все классно, ей нравится. Она далека от татуировки? То есть у нее ни одной татуировки, пришлось как-то ее обучать? Она в розовом, блондинка, у нее ни одной татуировки. Каким-то основам вообще общения с клиентами? Ну, допустим, там, формат татуировки тела, да, там, размер. Да, она уже много чего понимает. Недавно она мне прислала, кстати, из Остина запрос, птичку, line work, fine work. Типа студия предложила. Я говорю, что, почему я же вообще не делаю ничего близкого. То есть я уже согласна делать разные татуировки в Америке, потому что там очень дорого жить. Я уже разное могу делать периодически, но уже птичка fine line, это странно было. Я такая, за то, что открою иголки, она такая, давай попробуем, может быть, типа, скажи цену, вдруг, типа, не знаю. Я такая, да не хочу я делать, скажи $600. И девочка записалась. Сделала? $600 открыть иголку и 5 минут посидеть. Ну, ладно, думаю, в следующий раз птичек беру за 1000. А какие-нибудь были такие еще вот случаи, вот если раз их сейчас заговорили, какие-то, может, там, сеансы там, заряженные, да, или странные какие-то запросы, которые под делала? анестезией мы делали татуировку, человек был. Но уже после трупов это уже не впечатляет. Это вот та самая студия... Ганга делал, да, где футболист у нас был известный, он был под анестезией, нас 7 мастеров, мы делали ему торс и ногу. За раз? Да. За день? Ну, там на торсе что-то у него уже было, или на ноге какие-то были небольшие. Black and Grey мы делали. Не переживала ты в тот момент за человека в целом? Нет. А ты присутствовал при том, как он отходил от наркоза, от анестезии? Нет, потому что мы... Вообще был ужасный день, если честно. Мы собирались в 11 в студии утром. Он приехал, опоздал, где-то только к часу, наверное. Потом мы по итогу что-то там раздуплялись, поехали в эту клинику, были в ней только в 4 часа дня. Он подписывал какие-то документы там всякие. Повели его делать наркоз, было за 4 часа дня. Мы не ели, не пили никакой кофе, ничего там не было. Нам дали эти медицинскую одежду и так далее. Уже я тогда прониклась тоже атмосферкой. И, начали татуировать. И нас выпустили оттуда. Я ушла, вернее, в 2 часа ночи. Остальные все еще работали. Я ушла в 2 часа ночи, потому что там уже толкались все уже нереально. Я уже говорю, все, я уже и так достаточно сделала. В 2 ночи я ушла, и он должен был проснуться где-то к 2, потому что мы планировали меньше сеанс. Он отходил от наркоза до 9 утра. И потом через 5 дней он уже играл игру. Вообще жесть. Не знаю, как он это делал. Интересно. Но был интересный опыт, да. Но я заебалась тогда, я даже не знаю, как по-другому это назвать. Ужасно вообще. Ты я пришла в комнату, мне хотелось просто умереть. Но если бы мне заплатили в разы больше, то да. По деньгам это было вообще неинтересно. А это был проект его предложения или как ты попала в этот проект? Я была у них на гесте. У Ганги есть подвязки с разными там знаменитостями. У него есть свой контингент, свой клиентов. У него был один запрос, и я была на гесте, он просто предложил, что если мне интересно попробовать, то он бы мне разрешил поучаствовать, мне было интересно. А какой-нибудь самый, знаешь, такой, жесткий, вообще, не знаю, заброс или что-то там, пожелание клиента, не знаю, какой-нибудь есть? Какое-нибудь дебильное, недавно, я не знаю, оно просто... не дебильное, я не хочу оскорблять людей, но недавно мне писала женщина, наверное, это была, она хотела привести мужчину, чтобы мы его связали,
что-то с ним еще сделали из серии, как-то унизили, может быть, она бы это делала. И самое интересное, я бы набила на нем, что захочу, не говоря ему, он не видит, что я вообще делаю. А где, на лбу? А я не помню, где угодно, наверное. Ой, а на лбу, наверное. Я, наверное, сама решаю. Это супруга его была? Ну, да, его хозяйка. Я сказала, что я могу сделать, мне стало интересно, я думаю, класс, эпатаж, все, как я люблю. Но потом я вышла из депрессии, думаю, нет, что-то лень, не хочу. Сейчас жалеешь? Надо было делать, ну, да? я не знаю легально, как это все. Там очень страшно в Америке, очень много регулировок на все, я не хочу. А вот, кстати, тоже вопрос. Ты веревками в Америке занимаешься, у тебя договор какой-то ты подписываешь с своими моделями? То есть обязательно, да, все это? Да. Мало ли, а то не могут. Чтобы не было претензий за нервы поврежденные, да. Потому что это всегда А следы от веревок остаются потом? Ненадолго. Если человек хочет, могут надолго остаться. Не, ну вот с отключенными руками это вообще, конечно, да. в порядке было. Но хорошая новость в том, что всегда восстанавливаются нервы полностью. То есть все травмы, что я знаю, все восстанавливаются. Единственное, что у кого-то полгода, у кого-то 2 дня, там 3 часа и так далее. А у тебя были случаи, когда у кого-то из моделей что-то? Нет, никогда. И у меня у самой только, может быть, здесь онемение было дня 3 максимум, все, больше ничего не было. А вот помимо, знаешь, так вот веревок, если вот в эту тему погружаться, у тебя какие-то есть еще там, допустим, дальше пойти на Да, я очень люблю много всего. Что-то еще из может БДСМ имеешь в виду? Ну, я не знаю, типа, вообще. Показывай, может, что-то дальше. Типа, может, что-то и дальше. Я и татуировку-то по этой причине, оказывается, выбрала. Потому что там садизм есть, и есть клиент, который в рисовании, например, тебя никто не заставляет сидеть и не отходить от места. То есть у меня самодисциплины не хватает, там, может быть, много часов. Иногда интереса хватает, а иногда, когда на дисциплине уже дописывать, то я что-то там проебываюсь. Я была тоже, типа, да. А клиент, он сидит, и ты уже никуда не денешься. Поэтому как если операцию делать, мне психотерапевт мне говорит, он учился на хирурга одно время, он говорит, а как ты там вот не отойти столько часов? Я говорю, ну у меня в татуировке то же самое, мне особо никуда не деться, и нормально. То есть мне нравится, что есть фактор, который стресс-фактор, что заставляет меня быть, да, усидчивой. Вот, и поэтому татуировки, потому что там есть общение, есть живой материал, как в хирургии бы было, есть садизм, есть творчество. Оказывается, вообще идеальная профессия. Самовыражение также, типа. Да, но я никогда не хотела эту профессию, потому что она после типа мысли о репинге, она кажется слишком такое ни о чем. И, в принципе, я сейчас не очень уважаю эту профессию, но она классная априори, да. Но нас уже и так слишком много, забудьте. Нет, а если в плане дальше, знаешь, этот какой-нибудь там жесткости. Что еще вот жестче? Дальше, вот есть вот веревки. Это уже у нас 18+ разговор будет. Ну, много чего. Я недавно проходила обучение, видимо, я, наверное, много прохожу обучение по БДСМ, по доминированию профессиональному, полгода был курс. А в чем оно, погоди, заключается? Чему там учат? Плетками бить? Что делать? Очень интересно, да, там много чему учили. Мы делали онлайн-обучение, это было по Zoom. И потом 3 дня был как выпускной вживую в Остине. Все в Остине происходит почему-то. Короче, там была доминатрикс, она жила раньше в Нью-Йорке, и до этого жила в Японии. 20 лет работала доминатрикс она в жизни. До этого она была сколько-то, 7, по-моему, лет секс по телефону она работала. У нее очень сильный dirty talk она учила, очень круто. В Нью-Йорке тоже она, короче, работала. Потом переехала в Остин где-то пару лет назад, и вот теперь у нее там большой комьюнити. И мы все слетались туда на этот выпускной, было очень круто вживую. Чему она учила полгода, как проводить. Там очень много через психологию было, потому что она еще и терапевтом теперь работает, somatic therapist, то есть через тело больше психотерапия. И она именно работает так, что, например, у меня был клиент с Египта, с мусульманской культуры. Он пришел как на сессию к ней, и она ему сказала, что я работаю только если ты составишь запрос, что ты хочешь, чтобы с тобой делали примерно. Он сказал, что я не знаю, я там вот что-нибудь там просто там, пожалуйста, там, госпожа. А она, узнав его бэкграунд, откуда она сказала, обязательно составь список, что ты хочешь, чтобы с тобой делали, иначе я тебя не возьму. Как приказала ему. Ему пришлось, он составил список, пришел к ней, и мы подумали, ну вот она его как бы сломала, там уже что-то продоминировала немножко, заставила что-то сделать. А он пришел, и она говорит, а там я его заставила сесть передо мной на колени, встать, и вслух это все читать, глядя мне в глаза. И он типа застремался, но она его заставила. И она говорит, и таким образом я его научила, что в отличие от его культуры, если он что-то просит в жизни, можно это получить. Можно вслух попросить и получить. То есть она вот так подходит к БДСМ. Что ты меняешь у человека его травмы какие-то и лечишь и так далее. И это было очень интересно. Элементы психологии еще были. Очень глубинное было. И мы, короче, делали как медитативную сонастройку с клиентом. Тоже этого в Шибаре вообще нету. Когда вы там дышите вместе, кстати, жарко очень у нас в комнате, дышите вместе и расслабляетесь, и сонастраиваетесь и так далее. Вот это мы долго изучали, потом мы проходили там подбор музыки оптимальный какой-то, ну, немного было практической части по работе, по каким-то документам и так далее, этого не было. Был у нас чек-лист, King-чек-лист, где люди, ну, как, короче, удобно negotiate, договариваться про сцены.
То есть И на выпускном уже было это 18+ контент, что было на выпускном. А ты используешь сейчас эти знания в Шибаре? В Шибаре, да. Угу. Я для этого пошла. Ну и заодно профессия лишняя тоже, если что. Обучение лишнее, да, тебе денег прилично принесет. Какие еще планы по обучению, помимо медицинского? У меня спонтанно все приходит. То есть так вот ловишь чистую мысль? Я хотела скульптуру делать побольше фигур, но это надо анатомию, опять же. Сначала резать. У тебя такой уже профессиональный такой заход. То есть ты если вот... Ну, мне нравится если делать, то делать, да. То есть прям я пошла на права учиться, и слава богу, ну, не знаю, слава богу или нет, короче, это я сдалась уже. Правила, я не работаю с правилами, а за рулем это опасно уже. Вот, короче, когда я пошла на права, первый раз пыталась учиться, то я была в шоке, что не учат каждую деталь машины, как она устроена. Ну, то есть у меня вот такой мозг шизоидный немножко. А ты не водишь? Нет, вообще не умею. Я водила 3 месяца в Питере и ужасно сожалею. Потому что не надо, типа, ну... Надо, это очень классно, я люблю скорость, это все полезно и так далее, но я не понимаю, как абсолютное большинство населения планеты умеет водить, а я умею все, но не водить. Надо просто взяться, блядь, ну, основательно. Нет, вообще, у меня такой стресс от того, что надо много правил сразу и в голове держать, и во внимании что-то смотреть, и все это ненавижу правила, не могу. А ты, получается, сейчас не в Нью-Йорке живешь? В Нью-Йорке, ну, Нью-Джерси. Мне интересно было, ты же еще ездишь на гесты вот в Л.А., Шанько, получается, в Монолизу. Интересна разница Нью-Йорк, Лос-Анджелес вообще? Ну, в Лос-Анджелесе сейчас поменьше работы, хотя оба города очень переносили, там вообще... Но есть мастера, кто там давно живут, они хорошо расписаны. По вайбу там клиенты, наверное, в Л.А. посложнее, более такие выебистые какие-то, все там звезды и так далее. А так разница, не знаю. Ну, там все люди расслабленные в Л.А., мне кажется. А ценник в Нью-Йорке дороже на цифровке? Ну, чуть-чуть, наверное, да. Но там и как бы и работы побольше, поэтому сейчас в Л.А. вообще демпинг такой. Короче, все-таки, да, Нью-Йорк как Москва получается, Л.А. как Питер больше. Там наверное, все звезды, все подешевле, да. Вот это я такой. Ну нет, Л.А. тоже дорогой все равно. И налоги там дороже гораздо, чем где-либо. Калифорния худший штат по налогам, по-моему, насколько я знаю. У тебя в приоритете вот так вот Америка, да? То есть ну, ты пока никакие страны больше не рассматриваешь? По документам логичнее всего получается Америка. Уже я где вот оказалась в жизни сейчас, я так понимаю, просто да? Было бы у меня типа больше жизни, я бы уже знала, да, что делать. А так я путешествовала, поездила, сейчас, глядя назад, я могу понять, что я бы хотела там жить во Франции или в Италии. Ну, во-первых, сейчас это уже заново геморрой с документами очень надолго, я уже не хочу это, ну, тратить время. Во-вторых, там я уже теперь знаю, что там налоги дикие по сравнению с Америкой, например. То есть везде свои плюсы-минусы, пока сижу, где сижу. Там Россия, условно, это уже все. Ну вот в депрессии мне очень хотелось домой, где привычно, в Питер. Ну что, в Питере привычно было съездила? Нет. Ну как, привычнее. Но там тоже все поменялось, конечно. Очень так неплохо поменялось. Ты давно не было, да? Так сколько получается? 2 года всего у меня не было. 2 года. Ну. Тут, извините, очень много что поменялось вообще за это время. Ну и в целом так особо не тянет? Вот так вот, ну... Ну, тянет. Я скучаю по маме там, по подругам. Сейчас, мне кажется, проще где-нибудь встретиться либо в Европе, либо в Турции с кем-то. Ну вот это как бы стрёмно, что раньше это было какое-то, ты знал какую-то стабильность, ты прилетаешь, там у тебя круг свой есть, а теперь ты даже не понимаешь, вообще у тебя ничего стабильного уже нет. Все покорёбаны, короче, нынешними временами. Да не, понятно, это все зависит, мне кажется, от занятости, от вовлеченности, да, где бы ты ни был, как бы, ну, если у тебя такой график плотный. В Питере я знаю художников, да, интересных. То есть там, наверное, покруче в этом плане. Но, опять же, я не замыкаюсь на одно только, поэтому мне, наверное, поинтереснее пока по миру шандарахаться с паспортом другим. Да, вообще в целом поинтереснее по миру по шандарахаться, я так скажу. Ну, я уже на шандарахаться, но все равно еще пока... Похер в Ницах еще есть. В Азии вообще нигде не было. Еще? Нигде не было. Вот смотри, еще сколько. Да, в Африку. В Японию, в Африку очень хочу, да. В Африку в Кейптауне говорят, вообще очень прикольно. В Африку куда-нибудь на сафари прикинул туда. Да, вот, чисто, чтобы тебя комар укусил какой-нибудь. Прикинь, смотри, блядь, ну пиздец. Я съездила, прикинь, просто съездила. Ну там же прививки требуются. Да, конечно, я пыталась уже полететь, там надо много прививок. А сколько у тебя запись вперед больше, чем на месяц не делаешь, да? Ну, в основном в среднем месяц-два максимум. Ну, сейчас я считаю, что люди, кто там выпендриваются, у меня запись на год, вы, значит, дешево берете. Типа, слушай, я знаю пару кейсов, которые хорошо берут. Ну так можно больше брать, чтобы было на месяц-два. Да. Кто тебе мешает? Вопрос. Да даже в целом, мне кажется, сейчас в современных реалиях как бы строить там свою жизнь на полгода вперед и быть так, я там уверен. Ну, типа, да. Удачи тебе. Заходит. Но мне все-таки кажется, нужно тебе нахуй за медицину. Мне кажется, надо развиваться, блядь, в живописи и в татухе. Выставочный материал можешь какой-то подкопить. Ну, хотелось бы, да. А ты не участвуешь у Шанько на выставке? Ну, мы обсуждали, что мало, мне кажется, у меня каких-то прям работ. Но я говорю, мне либо они не нравятся, либо их продала уже.
Либо они есть, и у меня их так мало, что мне жалко тебя посылать. сразу забирают работы, когда ты масштабные, допустим, какие-то крупные пишешь? Бывает, что еще до того, как я соображу, что я их могла бы продать, или я пущу процесс, уже кто-то забивает. Это приятненько, да. Ну, прикольно, нифига себе. Я каждый раз думаю, мне не купят. И сразу кто-то пишет еще раньше, тогда приятненько, правда. С кем-то, я не помню, разговаривала с другом или с подругой, и мы пытались выводить... с психотерапевтом я говорила. И мы пытались проводить логику, Друг что... уже. Да. Но у нас оказался общий интерес эти племена и маски. Так вот, мы пытались выводить аналогию, что когда меньше секса, больше картин, больше секса, меньше татуировок или что-то такое. Или наоборот, не помню уже, как это было, но короче, мы нашли какую-то логику, что когда секса мало, то очень грустно и много энергии, приходится рисовать. А когда секса много, то есть запал делать татухи, то больше татух тогда. В плане, что не лень хотя бы, не скучно живется. Короче, картина от одного, а это от другого. Если я много пишу, значит, у меня жизнь пошла не туда куда-то. Моральная моя эмоциональная жизнь пошла не очень. Ну, если там брать писатель, Достоевский, там... Все творчество, да, у тебя должно вообще по-любому что ломать. Что доказывает, что татуировка — это не творчество. Ну как это? Потому что на это... Ну, татуировки, если мне грустно, я не хочу делать. А картины, да. Все-таки на подъеме у меня татуировки получаются, на позитиве на каком-то. Если у меня есть заряд откуда-то извне, то я делаю хорошие татухи. А если нет, то нет. У тебя жизнь такая вообще в целом разнообразная. Это биполярное расстройство. Да и хуй с ним, типа, ну вообще. Это называется кураж. Кураж. Да. Эпатаж — это не мое.